Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Все чаще получаю вопросы: Марина, а пробовали ли вы моделировать ногти на типсы? У меня вопрос: зачем нам типсы, когда мы давно от них отошли? Да, мы наращивали на них, не знаю, 10-15 лет назад, сейчас они вовсе не популярны, но, как оказалось, многие мастера возвращаются к ним вновь, и такое наращивание можно сделать за 15 минут. Правда это? Давайте разбираться. В этом видео сделаем наращивание на гелевые типсы. Поехали! Наш исходный вариант. Вы видели моделирование этих ногтей в одном из предыдущих роликов, и делали мы их при помощи верхних форм. Они прекрасно относились. На одной руке я сделала коррекцию с использованием верхних форм из стекловолокна, ну а на второй руке будем применять типсы. Убираю длину при помощи книпсера. Завожу до середины ногтя и срезаем. Далее твердосплавной насадкой на максимальных оборотах истончаю старое покрытие до тонкой-тонкой подложки, чтобы мне слегка осталось его доработать спилкой. По тем видео многие боялись, что данные ногти будут иметь отслойки, внутри материал не просохнет, но при снятии такого не было замечено, поэтому могу твердо сказать, что материал просох хорошо. Конечно, это зависит от слоя, от мощности лампы, других факторов, но в данном случае все сошлось. Перед моделированием выполняю подготовку ногтевой пластины. Алмазной насадкой пламя приподнимаю кутикулу, зачищаю птеригий. Сразу предпочитаю срезать кутикулу, чтобы уже не возвращаться к этому этапу. На самом деле меня давно интересовала технология моделирования на новые типсы из геля. Мне было интересно, действительно они такие, или это старые типсы, которые преподнесли по-новому. Поэтому для сравнения я взяла несколько брендов. Первый бренд Apri, который первый разработал такого рода гелевые типсы. Большая длина, форма кофин. Сразу идеальная архитектура. Если посмотреть в торец, он достаточно плотный, форма не изгибается. А у кутикулы, наоборот, форма мягкая. Я думаю, это плюс таких форм. И еще один бренд, более бюджетный, аналог Saviland. Данные формы выглядят абсолютно идентично. Единственное, когда я стала просматривать арку, ее изгибать, то эти типсы оказались более пластичными. В работе сегодня буду использовать типсы от Apri. Подбираю нужный размер типс. Важно, чтобы они полностью закрывали боковые стенки, чтобы не было зазоров. Форма также должна совпадать и по линии кутикулы. Если форма квадратная, то мы можем ее немного подпилить или подрезать, чтобы она повторяла изгиб кутикулы. В таком случае не будет затеков материала и будет максимально плотное прилегание. Данные типсы изготовлены из мягкого геля, и снимаются они при помощи размачивания. Для улучшения сцепки можно замотировать внутреннюю поверхность, для этого буду использовать твердосплавную насадку. На самом деле у данной компании есть специальная жидкость, которая немного растворяет типс и происходит хорошая сцепка, но у меня такой жидкости не было. Поэтому мы механическим образом создаем адгезию. Также вместо опила на внутреннюю часть можно нанести бескислотный праймер для лучшей сцепки.
Я наношу праймер на натуральную ногтевую пластину. Теперь в дело идет специальный гель от этой же компании для того, чтобы закрепить типсы. Наношу на ногтевую пластину тонким слоем, словно базу. Помимо шлифовки с внутренней стороны, прохожусь и с внешней, пилкой в зоне кутикулы, чтобы потом мне там не опиливать, так как может возникнуть ступенька перехода от натурального ногтя к типсе. Подготавливаю следующее приспособление в виде держателя для телефона и лампы ультрафиолетовой трубки. Это не мое изобретение, я его увидела на просторах Instagram. Мастера используют такую конструкцию при работе с верхними формами, и я подумала, что будет здорово применить ее в данной технологии. Ставлю типс под небольшим углом в зоне кутикулы, начинаю опускать, постепенно выдавливая материал на себя. И вижу, что я взяла многовато геля. Можно было взять меньше для того, чтобы не вытекало с внутренней стороны. Типс я ставлю в стык кутикуле. Смотрю направление, чтобы ноготь не ушел в сторону. Придерживаю, включаю ультрафиолетовую лампу и подношу под нее для фиксации. Буквально несколько секунд с внутренней стороны выглаживаю кистью, но материал уже заполимеризовался. Поэтому немного досушиваем и отправляем на полную полимеризацию в стандартную ультрафиолетовую лампу. По тому же принципу выполняю моделирование следующих. Такая технология, реально очень быстрая. Не нужно ничего пилить, не нужно выстраивать архитектуру, все уже сделано за вас. Нужно просто приспособиться, потренироваться, брать нужное количество материала так, чтобы он не выливался в зоне кутикулы и изнутри. Но я решила его разровнять кистью. Подписывайтесь в социальных сетях. Там вас ждет еще больше полезной информации. После того, как мы закончили с установкой всех форм, подпиливаю длину для того, чтобы убрать неровности на торце, которые были при производстве. А конкретно опиливать эти типсы не стоит, потому что появится толщина, потом от толщины нам придется избавляться. У компаний по производству гелевых типс есть различные размерные линейки, различные формы, поэтому технология предусматривает, что мы сразу выбрали нужную форму и приклеили ее, а не пилили длинные типсы. Убрала пыль с поверхности, вижу, что она немного помутнела, стала белесой. Подозреваю, что из-за жидкости поверхность немного растворилась, поскольку эти типсы снимаются размачиванием. Приступаем к дизайну и покрытию цветом. На этом этапе также обнаружилась деталь, что нужно прокрашивать четко по контуру типс. Не получится сделать очень аккуратное покрытие под кутикулу, потому что у нас есть небольшая ступенька этой типсы, из-за нее перейти крайне сложно, поэтому помогаю себе тонкой кистью. Ногти покрываем голубым, белым и фиолетовым оттенками в 2 слоя. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробностей переходите по ссылке в описании. Ногти очень длинные, поэтому мы решили их сделать в американском стиле с необычным вызывающим дизайном. Для этого буду использовать свои новые наклейки, которые я заказывала на AliExpress. Прикладываю их и разглаживаю силиконовой частью пинцета. Кстати, замечали, в последнее время достаточно большое количество звезд, селебрити, иностранных и наших, наращивают ногти такой формы и длины. Такие ногти, конечно, не для каждой, они подчеркивают уникальность и эпатажность их владельца.
чтобы уж было совсем ярко, выполним на безымянном ногте объемную инкрустацию. Для этого использую прозрачный полигель, ставлю небольшую горошину и выкладываю граненые стразы. Различные по форме, по цвету, чтобы они гармонировали с остальным дизайном. Для того, чтобы скрыть промежутки между страз, будем использовать бульонки. Смешиваю их с базовым покрытием и данной консистенции из бульонок закладываю промежутки. Дополнительно поставим несколько страз, и у нас получилась объемная брошка. Но этого нам показалось мало. Решили добавить на кончик амбре в технике по-сухому. Нанесла голубой оттенок и кисточкой протягиваю его к центру. Перекрываем топом в средний слой, чтобы поверхность получилась ровной. На ногте со стразами прохожу топом вокруг, там, где неудобно, дорабатываю тонкой кистью. На бульонки можно попадать топом, а вот стразы мы не трогаем, чтобы они не потеряли своих граней. Протираю поверхность, вытираю липкость базы, убираю пыль и наш результат. Это просто шик, блеск и отвал башки. Сделали бы себе такие. Наш результат. Ну что ж, мы налепили эти типсы достаточно быстро. У мастера это займет немного времени. Все выглядит достаточно красиво. Что об этом думаете вы? Типсы – это прошлый век или новое будущее? Пишите об этом в комментариях, поставьте мне пальчики вверх. Но я желаю всем счастливо, успехов, пока-пока!